Как заштриховать брови так, чтобы никто не отличил их от натуральных? Начинающие мастера хватаются за голову, художниками никогда не были, а тут еще и на человеке рисовать. Ведь каждое движение риск, татуаж, не краска и его не смыть водой. Однако есть определенные техники, которые помогут вам создать натуральные брови легко и не мучиться с ними долго. В конце видео я поделюсь своей техникой идеальной штриховки, которую сама использую для создания натуральных бровей. Каждый штрих мы будем наслаивать друг на друга на 80%, создавая плотность. Я включаю на обычную скорость. Помним о том, что очень важно учитывать скорость движения кисти руки. Сначала начнем с бровей. Чтобы достичь плотных и хороших прокрасов и не терять контурную линию, используется следующий штрих. Штрих длиной 0,6 см. Вот если, допустим, это 0,6 см, вход и выход штриха у нас на вылет. Я не втыкаюсь в кожу, я не делаю вот таких вот движений. Слышно, да, даже тот же самый звук. Для чего это нужно? Для того, чтобы не получить пустот или пятен в переводе в работе на особенно тонкой коже. Штрих спокойный и очень умеренный. Тело штриха, как на картинке здесь, линейное. Мы не используем маятникообразные движения вот такого вот плана. Вот здесь вот может быть темное пятно, вот здесь вот может быть недостаток цвета, поэтому штрихуем мы вот не таким вот образом, туда и обратно подкапывающими движениями. Штрих должен быть ровный, параллельной коже. И давайте покажу, как это выглядит на примере. Штрих также может быть в две стороны и в одну сторону. Кому как удобно. И тот, и другой штрих считается в принципе правильным. И вот 0,5 см я делаю аккуратные движения туда и обратно. Что значит 80 на 20? Я делю вот этот вот свой штрих еще примерно на 80%, наслаиваю друг на друга, как будто бы стою на одном месте, прокатываю по той же самой траектории и выхожу на 20 примерно процентов на кожу нетронутую. Вот обратите внимание, я делаю такие движения туда и обратно. Данный стиль штриха подходит для работы гибридными пигментами. Штрих для неорганических минеральных пигментов. Неорганические пигменты имеют более крупный помол, и как следствие они сложнее укладываются в кожу, поэтому стиль штриха должен быть тоже 80 на 20, но при условии, что по каждой траектории вы будете туда и обратно вращать до 3 раз по одной траектории. Давайте покажу. Раз, два, 3, да, либо раз, два, 3 в две стороны. Я уже иду не бегло, я очень вплотную выкладываю свой штрих. Штрих должен быть довольно-таки медленным, спокойным. Первые проходы, не рвущие, они очень хорошо позволят вам осуществлять вот те самые хорошие остаточные моменты пигментов кожи. Вот туда и обратно. И обратите внимание, да, если у меня в работе с гибридными пигментами штрих был более рассеянный, то здесь даже прокрас осуществляется гораздо плотнее, и мы видим с вами, насколько плотно пигмент лежит на латексе. То же самое происходит с кожей. Штрих может быть еще прям короче. Не спешите работать с длинноходными машинами быстро. Это бесполезное явление. Там будет больше холостых движений, которые не приведут к имплантированию пигмента в кожу. Прокрасы с одного прохода. И вот смотрите, я еще раз заступаю на этот же проход 80 на 20 друг на друга, укладываю пигмент и получаю еще более плотный прокрас, не спеша и очень аккуратно. Вход-выход очень плавные, что не даст нам с вами пятен в работе. Я привыкла работать в две стороны. Я так быстрее осуществляю прокрасы. Кто-то может в одну сторону, да, двигаться. Это тоже считается нормой. Туда и обратно, туда и обратно, туда и обратно. Сейчас остановим машину и посмотрим, что у нас тут с вами на латексе. Вот обращаю ваше внимание, да? Сейчас еще покажу, что такое неправильно. И вот здесь у нас с вами на латексе штрих, и мы не видим вот этих вот наслоений, видимых глазу, да, которые, еще раз повторюсь, если уж они и на латексе остаются очень часто, то на коже они тоже будут оставаться, и это неправильность самого штриха, типа штриха, наслоений друг на друга. На обучающих курсах у нас мы даем огромное количество различных заданий на латексе, там отрабатывают девчата у нас, даем машинку
машинки с собой в течение ночи все отрабатывать. И в онлайне они сидят, и 14 дней они штрихуют карандашом. Много разнообразных заданий дается для постановки руки. Я считаю, что это очень важный аспект получения очень хороших работ. Если именно вы понимаете, что у вас есть огромное количество проблем в штрихе, постановке руки и различных аспектов в работе с машинками, а я покажу дальше, как штриховать на объемной поверхности, переход на дальнюю бровь, на дальний угол губы, как выстраивать арку Купидона так, чтобы не терять эскизы, давайте тоже это рассмотрим. Я сейчас поставила машинку на обычный бутылек, поставила ручку и обращаю ваше внимание, каким образом я начинаю имплантировать пигмент. Здесь гораздо удобнее штрих 0,5-0,6 сантиметра, и в две стороны я двигаюсь и очень аккуратно имплантирую цвет. Очень важно, чтобы точка под каждым проходом оставалась круглой. Точка – это пиксель, который осуществляется при протыкании кожи иглой. И вот таким вот быстрым в меру штрихом я тоже могу проходить, при условии, если скорость на машинке у меня чуточку ниже. Смотрите, сейчас еще раз протру и покажу ошибки в работе. Видно, да, что плотность штриха абсолютно разная. И это тоже нормально, потому что кому-то нужны более плотные графичные брови. Этот штрих используется именно в работе для получения более плотных и насыщенных результатов. А кому-то нужны пудровые брови, еле заметный натуральный эффект. Сейчас покажу некорректную работу, когда вот девчонки втыкаются кожу, слышно звук, они делают такие движения не до конца стабильные, то есть рука не поставлена, гуляет и в бок, и в глубину, втыкаются, пытаются ярко прокрасить, потому что пигменты не подходят, не слишком яркие, неправильно подобран цвет, короткоходное оборудование и минеральные пигменты. В общем, там очень много моментов, воткнулись и пошли. Итак, я протерла штрих и хочу показать вам, как выглядит неровность наложения. Вот эти все ошибки и как их избежать, обо всем я рассказываю на своем YouTube-канале. Обязательно подпишись, смотри видео, лайкай, комментируй. И вот они, первые ошибки: гуляющий штрих, неправильность наложения. Где-то стою более долго на одной траектории и получаю более графичные, насыщенные оттенки. Там, где перескакиваю, получаю пустоты из цвета. И, собственно, из-за этого всего получаются вот такие вот некорректные результаты. А сейчас я вам покажу штрих для работы гибридными пигментами, в составе которых содержится Carbon Black, и какой тип оборудования подбирать в работе с этими пигментами. Carbon Black – это неорганический пигмент, который обладает просто чрезмерной диффузией в ткани, особенно когда мы работаем с вами с глазками. Если в работе на неорганических пигментах мы используем штрих 80/20 для получения более плотных результатов, то Carbon Black, так как он является кроющим, прям таким концентрированным пигментом, его не нужно укладывать очень плотно, особенно яркие его цвета. Брюнеты, темные брюнеты, здесь мы используем с вами штрих 50/50. Штрих имеет такое же аккуратное, плавное имплантирование в кожу, линейная растушевка, я ее называю, но вход и выход такой же нежный. Стоит помнить о том, что здесь шаг влево, шаг вправо, расстрел. И очень важно держать иглу в отношении кожи строго под углом 90 градусов. И штрих будет сейчас у нас 50/50. Рассеянный, смотрите, на счет 1, 2, 3. На каждом штрихе я стою туда-обратно и перехожу туда и обратно. Если я понимаю, что кожа толстая и пористая, то я могу еще раз пробежаться таким же аккуратненьким штрихом по этому же проходу в противоположном направлении. Каждый раз, да, я прохожу, если я не уверена в своем штрихе, если у меня немножечко не хватает знаний в отношении подбора пигмента по типу кожи клиента, то я делаю там 1,5 сантиметра нашего прохода и обязательно ватной палочкой поперек своего штриха подтираю и смотрю, что у меня там получилось. Равномерно ли уложен пигмент. Я вижу, все замечательно, все хорошо. Если цвета недостаточно, я усиливаю нажим, прохожу по этому проходу еще раз, фиксирую форму так, чтобы моя конкретная форма была запечатлена и переведена на кожу. Это элементарно подходит и для бровей, и для работы на губах. Чем концентрированней цвет пигмента, чем ярче, чем
кроющие и насыщеннее ваши миксы, которыми вы работаете, тем прозрачнее первый и второй проход должны быть в отношении типа кожи. И сейчас я покажу еще один штришок, который позволит вам имплантировать пигмент на толстой пористой коже, если вдруг и тот, и другой штрих вам не помогает. Этот штрих чаще используется для работы с минеральными пигментами, если речь идет о бровях, и если вам нужно создать более насыщенный и плотный цвет на губах, то этот штрих я тоже использую. Штрих называется барашка. Быстрые, аккуратненькие штришочки. Можно делать, смотрите, такие топтания. Можно подкручивать пигмент, иголочку в отношении типа кожи. Смотрите, насколько короткий стал штрих. Штрих примерно 2 мм. И здесь тоже действует правило 50 на 50. Либо 80 на 20. В зависимости от того, какой плотности вам нужно достичь. Такое ощущение, как будто бы я втаптываю пигмент в кожу. Эти правила позволят вам получать стопроцентные зажившие результаты и однородность цвета без пятен и пробелов. Ну а у меня на этом сегодня все. Мне очень интересно узнать, какими техниками пользуетесь еще вы. Пишите обязательно в комментариях под этим видео, и я обязательно изучу и прокомментирую ваши сообщения. Пока-пока. С вами была Алена Пестова. Надеюсь, вам было сегодня полезно и интересно.